Вітання всім шанувальникам творчості студії «Квартал 95». Сьогодні за сприяння готелю «Буковина» ми маємо можливість поспілкуватися з лідером, обличчям, можна сказати, 95-го кварталу, надзвичайно талановитим актором, великим імпровізатором Володимиром Зеленським. Ви не перший раз в Чернівцях. Да. Що ви ще знаєте добре тут, крім готелю «Буковина», де ви зупиняєтеся? Я вчера шутил насчет этого на концерте. Я говорил, что на самом деле мы не первый раз в Черновцах. Знаем, что очень красивый город. Из красивых мест видели университет и Буковину, отель Буковина. Вот. А на самом деле безумно чистый город, красивые улочки. Ну, красивый городок, к сожалению, нет времени все посмотреть. К сожалению, ну, все. З чим асоціюється у вас столиця Буковини? Первое, у нас очень много здесь друзей. А вторая у меня ассоциация Черновцы для меня был, когда я еще первый раз попал сюда. Вот. В силу того, что я вырос на Восточной Украине, для меня это был несколько европейский город. То есть он не похож на всю Украину. А все-таки я объехал всю Украину вдоль и поперек. И именно я был во всех, наверное, городах, какие ныне существуют. Вот. И, конечно, Черновцы всегда у меня ассоциировался с неким таким городком. Вот Украина может гордиться чистотой этого города и красотой этого города. Ну и будет немножко он другой. А люди немножко другие. Люди такие, знаете, люди вне национальности. Есть такое ощущение. Вот я не знаю, на кого люди похожи. Знаете, такие вроде, ну как вроде украинских кровей, но очень много, видимо, разных примесей и всего этого. Ну такие, знаете, люди... Все-таки такие европейские, больше, не знаю, очень много румынских каких-то настроений. Ну, не знаю. Ну, вот славяне, ну, другие. Вот другие, не знаю почему. Мне очень нравится, да. Мне вообще очень нравится этот город. Думаю, ви непогано обізнані, якою багатою на творчі таланти є Буковина. Ротару, Івасюк, Табачник, Гнатюк, Кароліна, тобто Аня Лорак. Ну, цей список можна довго продовжувати. Непогано представлена Буковина і серед політичного бомонду, де тепер доволі перспективно виглядає екс-спікер чернівчанин Арсеній Яценюк. Які у вас з ним стосунки? Отличные с Арсением Яценюком у нас отношения, мы знакомы хорошо, ну, мы там не лепшие друзья, естественно, потому что квартал 95 с политиками не имеет права иметь такие, знаете, понебратские отношения, потому что мы шутим про всех. Вот. А что касается Арсения Петровича, человек, ну, это сегодня очень большое достоинство, это интеллигентность, это сегодня большая редкость среди персон политических. Вот, так что вот он обладает этим достоинством, очень интеллигентный, образованный человек, молодое лицо. Ну вот действительно что-то связанное с Черновцами, да, такой, знаете, вот такой уголок, некий такой западный уголок, Верховной Раде такой и существует. Но я надеюсь, что он такой и будет, Яценюк, что он не, ну, его не испортят кулуары Верховной Рады. Вот, так что, да. Слышь, командир, так ничего ж не нарушил вроде. Боже мой, какие люди! Ай-яй-яй! Вот это джекпотище! Арсений Петрович Яценюк, бывший спикер Верховной Рады. Так может как-то договоримся, прапорщик? Я же не просто прапорщик. Я бывший начальник спецподразделения ГАИ «Кобра». Узнаете? Только работает. Не узнает. А вот так. Узнал, да, узнал. А что нарушал? Да ну ладно, извини. Где ремень? Пристегнут. А где В аптечка? машине. А что аптечка не пристегнута? Пойдемте, будем оформлять. Протокол? Какой протокол? Завещание. Вихід Яценюка на сцену під час новорічної програми – це був і політичний проєкт? Нет, это вообще не политический проект. Мы никогда бы в жизни не пошли бы на какие-то проплаты или договоренности политические, чтобы люди были у нас там в гостях на сцене. Это невозможно. Это просто Арсений Петрович Яценюк до нашего знакомства
как-то по телевизору, когда его ушли из Верховной Рады, если вы помните, как-то он сказал, что нам всем тогда надо идти в 95-й квартал. Да, он сказал об этом, об этом все писали и об этом показывали по телевизору. Вот поэтому мы воспользовались просто тем, что он сказал, мы подумали, ну отлично, раз он так сказал, значит он готов выйти на сцену. Тем более прецедента, чтобы политик появлялся на сцені квартала, не було, нам було інтересно. Ви доволі багато і гостро жартуєте на політичні теми, не обходячи увагу і перших осіб держави. Не виникало у зв'язку з цим якихось проблем? Нам все задают этот вопрос, бывают ли у нас проблемы. Я считаю так, что бы ни было, пока мы работаем, пока мы в эфире, пока мы шутим, значит, я считаю, что у нас нет проблем. Я так к этому отношусь. Только в этот день мы со сцены можем говорить всю правду, а люди будут думать, что это все шутки. Да, и не будет этих звонков. Ребят, пожалуйста, про этого человека не шутите. А про этого пошутите. Вы забыли этого, а об этом не надо и вспоминать. Хотя, вы знаете, если честно, между нами говоря, нам не так часто и звонят. Да, не, ну бывает. Причем о ком бы мы ни шутили. О Тимошенко, о Витренко, о Ющенко. Сейчас, извините. Алло, да, Виктор Андреевич. Да, здрасте. Понял, не будем шутить так. Да, не будем, хорошо. Ни о вас, ни о семье, ни о пчелах. Да, конечно. А, про них можно? Хорошо, ни о вас, ни о пчелах не будем, понял. Да, до свидания. Да, удачи, Виктор Андреевич. Да. Ну, вот так бывает, вы знаете. В одному з інтерв'ю ви говорили, що якось з Міністерства внутрішніх справ запросили касети з вашими виступами. Чим закінчилася та історія? Мы много раз, но первый раз нас очень напугали, когда попросили туда наши диски, нас напугали. А потом, оказалось, они хотели просто посмотреть, посмеяться. Вот, ничем не закончилось, все абсолютно нормально. Вот, ну, я знаю, что какие-то люди, у каких-то там националистов, именно националистов, не украинских националистов, а именно есть люди, знаете, националисты, они, ну, это печально, но такие люди существуют. Я знаю, что как-то они пытались, там, какие-то товарищи выдвинуть нас из эфира, пытались пройти это где-то там, запускали через какие-то кабинеты, комитеты эту идею, чтобы нас там, в общем... А людям, которым просто нравится что-то украинское, которые, ну, поддерживают национальные интересы, они националисты, это разные, да, абсолютно вещи, то эти люди, слава богу, понимают, что мы все-таки национальный продукт, что мы все делаем на территории этой страны, и что мы сами из этой страны и граждане Украины. И все понимают, что несмотря на то, что мы шутим и по-русски, и, там, и на суржике, это не абсолютно не важно. Главное, что это украинский продукт. Спілкування там або з тими ж даїшниками у вас, напевно, закінчується приблизно однаково, роздачою автографів? Да. Да, не меня вообще гаишники, я их очень люблю из-за этого. Причем некоторые наши ребята жалуются, мне говорят, блин, ехал, превысил, остановили, блин, пришлось, штраф, ну там, 50. Я говорю, я не знаю, что вы говорите. Я не плачу штрафы. Ну, я как бы не сильно там нарушитель, там страшный, да, я достаточно вменяемо езжу. Вот. Я просто понимаю, что это такое. Любой человек, который попадал бы в ДТП, ну, все люди после этого, все понимают, что на самом деле это не шутки. Что это очень серьезная история, надо к этому относиться ответственно. Вот. Но когда у меня есть мелкие какие-то, я там въехал под какой-то кирпич, или я повернул там не туда, вот, и меня останавливают, я, конечно, всегда извиняюсь, несмотря на то, что от меня не требуют, чтобы я извинялся, потому что люди узнают, и реакция такая сразу. Да, о, какие люди, боже. Ну да, всегда реакция одинаковая, смешная очень. И так что у меня с гаишниками, я с ними живу душа в душу. Где работаете? Я президент. Все понятно, работаете где? Да ты смотри. Ездите так, как будто права купили. Слушайте, вы почитайте. Какой купили? Я Давай. разберусь тут, я не случайно тут Я сюда. узнаю. Стою я.
Кто ваш? Так, Виктору Андреевичу на память от Юрия Витальевича. Ну, купил? Нехорошо, я вам скажу. Что нехорошо? Товарищ, забываю все время. Виктор Андреевич. Нехорошо прикрывать свою несознательность уважаемым человеком. Кошмар какой, а. Кошмар какой-то. Машина ваша! Доверенность у меня. Давай доверенность будем читать. Так, доверенность. Беспредел. Нас- Я Леонид Данилович Кучма. Интересное начало рассказа. Доверяю в управление страну. Это не та доверенность, господи. Извините. И документов нема тоже, Слушайте, да? перестаньте, товарищ прапорщик. Судячи з реакції Луценка на ваші жарти про нього, у вас з ним доволі теплі стосунки. С Юрием Витальевичем Луценко, ну, это для меня, это, не знаю, он просто, ну, во-первых, он уважает наше творчество, во-вторых, он действительно, ну, фанат каких-то наших вещей, и он действительно не потому, что мы там такие, знаете, звоним всем в кабинет и говорим, ну, приходите, ну, что же вы не приходите, я знаю, так артисты делают. Ради каких-то своих там... Нам ничего от Юрия Витальевича не надо, ему ничего от нас не надо. И он с удовольствием приходит на наши концерты, покупает билеты. Да, это не пригласительные, покупают он билет, и они ходят, так что просто это просто на уровне, ну, не знаю, уважения к творчеству и все. Значит так, предлагаю провести с ними жесткую воспитательную работу. Методом кнута и пряника. Це як? Ну как? Бьет Луценко, угощает Порошенко. Як гурман, ви відчуваєте сильну різницю між східною, центральною, західною кухнею? А може в цьому переліку окреме місце знайдеться і для буковинської кухні з мамалигою, бринзою з шкварками? Ну, немножко знаем культуру, что везде есть какие-то свои блюда, есть, везде есть. Но в целом, я вам сейчас скажу, что Украина чем хороша, в целом, поездив по миру, что в Украине красиво и вкусно везде, на самом деле. Это факт. Что независимо, ну вот везде у нас в Украине вкусный борщ. Это факт. В Украине везде вкусный борщ. Он немножко разный. Там здесь мамалыга, такого нет на Восточной Украине. Это интересно попробовать, да. Ну там всякие блинчики, крученники, это почти везде есть. Это действительно очень вкусно. Ну, Черновцы, во-первых, есть же такие колбасы известные всякие. Славилась всегда эта территория. Вот, колбасами, мясами всяким. Мед здесь особенный мед. Я серьезно, так как я люблю очень мед, но не настолько, как наш главный деятель страны. Я люблю его есть. Вот, просто есть, я не занимаюсь им. Да. Вот, ну, не знаю. Наверное, зависит от воздуха и от земли, не знаю. Картошка везде у нас вкусная, в Украине. Вот что есть, то есть. Після гастролей ви не просили дружину приготувати мамалигу чи іншу якусь екзотику? Но не было, не было. Вы знаете, я вам скажу, как только любое блюдо, которое я где-то увижу, я против, чтобы его готовили мы дома. Почему? Потому что для меня любое место ассоциируется там со многими вещами. Я бы хотел приехать и, я здесь был год назад, я пробовал мамалыгу, я хочу ее сейчас там поесть. Да, я не хочу, чтобы это становилось, знаете, как яичница. Да, ежедневным, там, неинтересным, не экзотическим. Хочется, чтобы все оставалось, чтобы было здесь много, масса всяких каких-то штришочков, ради которых хочешь приехать. Якщо ми заговорили про тутешню кухню, що смачненького ви згадуєте в контексті дружнього вам готелю Буковина, корчми? Ой, ну не знаю, так, мамалыга со шкварками. Вкусно очень. Безумно вкусная печенка с луком. Я не знаю, ну, это, наверное, не национальное блюдо буковинское, но, тем не менее, это безумно вкусно. Потом, ну, все вкусно. Я просто боюсь говорить о еде, потому что когда я начинаю говорить, я хочу опять кушать. А я только что вроде поел. А мне нельзя столько кушать. Ну, что сало вкусное. Где не все, рыба безумно вкусная. Нерідко можна почути з вуст артистів, що чернівецька публіка якась особлива. Я вам скажу, что любая публика, она особенная, это правда. Я не могу сказать, что
там в Черновцах особенная публика, которая особенно на что-то как-то реагирует. Нет. Очень теплая черновицкая публика. Это правда. Я вам скажу, что есть города, в которые сами по себе темные, знаете, ну как вам сказать, серые. И людям там тяжелее. Они не хуже. У нас все нормальные люди. Ну, просто они живут в таких условиях, знаете, очень тяжелых. Они приходят на концерт угрюмые. И где-то через 10-15 минут они становятся как черновицкая публика. Все, они становятся уже веселыми, легкими и все, да. Вот. А вообще, если честно, нас очень тепло приветствуют везде. Мы не те поп-исполнители, правда, которых где-то любят, где-то не любят, а где-то на них приходят. То, что публика местная щедрая, потому что в период кризиса 2 концерта, и люди отдают свои последние деньги, это факт, и мы это прекрасно понимаем. Так что это раз. Вот. То, что у нас здесь всегда очень хороший прием, и мы всегда, знаете, есть города, где ну, просто иногда люди, которые занимаются шоу-бизнесом, говорят, этот город да, а этот черт его знает, как там люди, пойдут, не пойдут. Вот Черновцы не такой город, да, это город, там все говорят, 100% едем, там концерт будет точно. Один концерт будет точно, а там уже как будет. Доброе утро, Виктор Федорович. Доброе утро, Виктор Андреевич. У себя. А где? Я стоял. Ну что, вы первый? А чего это я сразу первый? Чего это как Виктор Федорович так сразу первый, а? Я, между прочим, еще ночью пришел. Специально пришел ночью первым, чтобы записаться последним. Судячи з назви вашого фільму, вам до вподоби «Любов в большом городе»? А на самом деле под фразой «любовь в большом городе» скрывался у нас другой смысл. Смысл мы пытались его, почему? На самом деле мы сейчас, ну, с самим названием мы хотели работать на созидание, на некое объединение всех людей. Почему? Потому что «любовь в большом городе», смысл этой фразы гораздо глубже, чем он написан. Мы хотели сказать, что каждый город нашей страны, он большой. И в этом главная суть. И «любовь в большом городе». Там у нас даже было в первых рекламных роликах во всех больших кинотеатрах. Это же не потому, что у нас во всех городах большие кинотеатры, да? А это было написано во всех больших кинотеатрах и в кинотеатрах больших городов. Вот было, в кинотеатрах больших городов. Это к чему мы говорили? Мы хотели, чтобы все понимали, что город, в котором человек живет, он на самом деле большой. Ми спілкуємося з лідером студії «95-й квартал» Володимиром Зеленським і повернемося до цієї розмови після невеличкої рекламної паузи. Не перемикайтеся. Я вам переключу. Шутку пропустим, потом звони в СБУ. Узнавай, что было. Не надо.